Всем привет! Вы на канале Аудиофонд. Я сейчас записываю видео про Roland W30. Пишу его уже в течение недели по вечерам в свободное время. И сейчас мне нужно закоммутировать сетап для того, чтобы записать звук конкретно с этого прибора, с использованием только этого прибора. И мне для этого нужно, соответственно, соединить всю коммутацию, подключить к Roland. И я вспомнил, что меня уже давно просили записывать видео про соединение, про коммутацию для лайвов, просто для какого-то повседневного использования. И вот как раз таки тот самый случай, потому что, в принципе, у меня приборы сейчас разобраны, да, и я собираю сетап только для того, чтобы записать какой-то ролик. В данном случае мы будем собирать достаточно олдскульный сетап, сердцем которого будет Roland W30. Нечто отдаленное, похожее на то, как использует это Liam Howlett из Prodigy, да, то есть у нас будет сердцем, секвенсором Roland W30, сэмплером будет он же, но параллельно он еще будет управлять некоторыми внешними устройствами, и все его выходы, у него есть 8 независимых выходов, будут, соответственно, еще выведены в микшерную консоль. Будет некоторая внешняя обработка. Не знаю, получится ли это все у меня соединить. Постараюсь по возможности накинуть еще какие-то модули, может быть, драм-машинку. В общем, насколько хватит у меня шнуров, коммутации и так далее. Вот. Постараемся сделать максимально железный сетап, то есть компьютера в данном случае не будет. Компьютер будет использоваться только для записи финального звука. Вот какая-то такая история. Сейчас покажу вам все это в подробностях. Так, в общем, с чего начать? То есть сейчас у меня все разложено. Вот там Roland, вон там виниловый проигрыватель, потому что мы будем писать сэмплы, соответственно, с него. К нему же вот здесь у меня стоит сейчас, соответственно, микшер, потому что в нем есть предварительный усилитель с нормальным фон-корректором для винилового проигрывателя. Собирать это все планирую на столе. То есть вот сейчас достал микшер Yamaha, да, и ревер Yamaha. Достал коробку, ту, которую собирал для паяльной станции. Для того, чтобы приборы складировать немножко повыше, мне нужно клавиши поставить вот здесь. Соответственно, нужно приборы все приподнять, чтобы к ним был доступ. На полу стоит эхо, еще пока все это не собирал. Еще нужно сходить за драм-машинками, сэмплером и так далее. Так, еще забыл сказать, что есть такая коробочка с целой кучей всякой коммутации, потому что сейчас нужно будет очень много всего соединять разными способами. В данном случае, например, выход с микшера для винилового проигрывателя, да, там у меня тюльпанчики, с тюльпанчиков нужно перейти на большой джек для того, чтобы записывать сэмплы напрямую в Roland. Первое, что мне нужно соединить, это микшер и Roland. Я сейчас взял такой шнур с тюльпана на мини-джек. Тут есть у меня переходничок. Вот. Не уверен, что это сработает, но попробую, потому что у меня нет шнура нужной длины. Чтобы проверить коммутацию проигрывателя к Roland, соответственно, мне нужно запустить Roland. Загружаю операционную систему, подключил внешнюю колонку. И чтобы услышать звук с проигрывателя через Roland, нам, соответственно, нужно зайти в меню сэмплирования. Ждем, пока он загрузится. Грузится он достаточно долго. Так, загрузился. Сам Roland работает нормально. Соответственно, заходим в меню сэмплирования и проверяем. Все, значит, шнур нам подходит, все работает хорошо, можно продолжать коммутировать дальше. Следующий важный момент, то есть нужно понимать вообще, с какой целью сейчас вот мы строим конфигурацию и как она будет использоваться. Но я примерно уже так представил, как я буду использовать всю эту историю. То есть будем использовать секвенсор самого Roland.
чтобы управлять как сэмплером этого же Роланда, так и внешними какими-то устройствами. В Роланде есть независимые 8 выходов. Все мы их, скорее всего, использовать не будем, хотя у меня есть в наличии 8 каналов на микшере, да, но я возьму для начала хотя бы канала 3, потому что, возможно, еще будут какие-то внешние устройства, и нам еще понадобятся остальные каналы. Главное, чтобы у меня хватило шнуров. Вот. Сейчас мне нужно что? Подключить то, как я обычно подключаю микшер, Tape Delay, соответственно, чтобы у меня была секция обработки хоть какой-то, да, то есть какой-то ревер и какой-то тейп, да, потому что сам звук с Роланда хоть и хорош, да, но он будет достаточно суховат. Вот, то есть сейчас я этим и займусь. Так, дальше проверяем работу обработки. Подключил сзади на Sender Torn ревер. Эхо у меня соединен с ревером. Вот чистый звук, да, и ревер. Как я уже упоминал, тейп у меня связан с ревером, потому что не хватает самих посылов возвратов. Давайте проверим, что он работает вообще. Так, у нас нет звука, возможно... А нет, все есть. Так, в принципе, посылы работают, только работают немножко не так, как нужно, потому что первый у меня это всегда предпосыл, второй после посыл, и ревер с эхо у меня должны быть на другом канале, то есть я сзади ошибся с входом. Все, переключил, теперь все должно работать корректно. Это фидбэк, это, соответственно, посыл на эту линию. Так, ну, в принципе, все головки нам не нужны, давайте. Это одна из моих любимых комбинаций, сочетание тейпа и Ямахи. Так, частично коммутация уже завершена, то есть нам остается только навесить всякие внешние приборы по MIDI к Роланду. То есть Роланд будет у нас источником MIDI секвенции, да, и к нему, соответственно, нужны какие-то дополнительные устройства. Проверяем комбинацию сэмплирования, пробуем засэмплировать кусочек звука. Так, и, судя по всему,
Сейчас должно все заработать. Все работает, то есть обработка тоже соответственно. Сам сэмпл мы потом подрежем, но принцип сейчас в том, что все работает. Все, осталось разобраться с дополнительной коммутацией и приборами. Так, укоротил сэмпл. Только осталось мне, соответственно, выбрать его на первый канал. У нас клавиатура работает на первом канале. Соответственно, и сэмпл должен быть на первом канале. Как я уже упоминал, в Roland W30 в нем самом 8 независимых выходов, на которые можно, соответственно, направлять те или иные треки, инструменты и так далее. Вот. Что это дает? Сейчас я подключил два из них. На одном у нас звук баса, на втором у нас звук сэмпла вот этого пианино. То есть, что это дает при лайве? То есть, сейчас я вот записал небольшую секвенцию, просто для примера. Да? Давайте я установлю в 0 второй канал. То есть я каждый канал из Роланда вывел в отдельный канал микшера. То есть, ну, сейчас пока что 2 штуки. Да? Запускаем секвенцию. То есть тут у нас пианино, а здесь бас. То есть что это нам дает? Это дает нам возможность при лайве, соответственно, убирать те или иные инструменты. Вот. Плюс параллельно же мы можем подыгрывать. И при этом параллельно мы можем играть, соответственно, разными инструментами. То есть я могу переключиться на канал номер 1 и играть уже сэмплом. То есть именно таким образом, если мы посмотрим старые выступления Лайама Хоулита, он именно таким способом он делает перебивки. То есть у нас есть записанная секвенция, по ходу действия мы можем глушить какие-то каналы, вот, и в паузе мы можем играть какие-то знакомые, известные всем сэмплы, либо мелодии, да. То есть тем самым не останавливая резко выступление, да, а переходя от одного трека к другому. Он использовал 2 клавиатуры, поэтому там еще это все было вообще бесшовно. То есть в данном случае я могу играть, да, а потом запустить трек. Вот, то есть это базовые такие моменты, но нужно понимать вот коммутацию, как это все работает в самом приборе и так далее. То есть очень удачно сделан секвенсор в нем, то есть есть вход, выход, можно настроить канал и так далее. Это очень удобно. Так, как я уже упоминал, мне нужно еще какие-то дополнительные приборы. Я сейчас вот буду думать, чтобы еще к нему подключить. Так, продолжаем коммутацию. Принес я марш. Марш у нас мидирован, как вы помните. Вот у нас MIDI шнур. Подключаем марш
соответственно, к Роланду. MIDI выход с Роланда в марш. И аудио выход смикшированный с марша. Вот этот шнурок у меня. Подключаем на третий канал микшера. Так, то есть физически коммутация совершена. Теперь осталось настроить программно. То есть, что я имею в виду? Каналы. Марш работает на 10 канале по стандарту General MIDI. Настраиваем 10 канал на выход клавиатуры. Видим, что MIDI сигнал идет, значит, да, вот, триггер работает. Это сейчас звук Роланда, потому что Роланд тоже работает на 10 канале. Но если я приглушу, соответственно, сам Роланд и выведу третий канал, то теперь у меня будет звучать марш. По аналогии, так же как и с другими любимыми секвенциями, то есть можно записать, соответственно, секвенцию для марша на какой-то из треков. Сейчас я посмотрю, что здесь по тональности у нас. И сейчас у нас, соответственно, все это должно воспроизвестись. То есть, соответственно, по аналогии можно подключать дальше какие-то дальнейшие устройства, модули, синтезаторы. Я сейчас подумаю, что у меня еще такого есть. Может быть, подключу тот модуль, который я самостоятельно собирал. Ну, то есть нужно уже собирать звук, тот, который вы хотите использовать в треке, то, что должно подойти для этого трека. Итак, последнее, что я решил подключить в сетап, это свой модуль 909, который я собрал. Соответственно, он триггерится от бейс-драма марша с выхода MIDI, да, и выход его я себе бросил в пульт. Соответственно, он точно так же будет играть, когда я буду нажимать на клавиатуру. Вот, то есть все это уже работает. На текущий момент получился вот такой сетап. Roland в качестве сэмплера и секвенсора, источник звука, да. Драм-машинка. Она у меня сейчас, в общем-то, в роли переходника MIDI, да, но с нее я тоже басы кое-какие беру. Там у меня кик, соответственно, аппаратный 909. Независимые выходы сэмплера у меня заведены на пульт. На пульте есть посыл-возврат на Tape Delay Echo и на Yamaha. Вот. Плюс у меня подключен проигрыватель через фон-корректор и предвал, и через проигрыватель я буду сэмплировать, соответственно, какие-то звуки. Вот какой-то такой примитивный сетап сейчас. У самого Lime были еще одни клавиши Roland W30, был еще сэмплер Akai, была еще, соответственно, обработка, еще был бас-синтезатор, насколько я помню. Но принцип примерно тот же, то есть источником выступает Roland W30. Я сейчас показывал коммутацию для того, чтобы вы понимали, как, что, где соединено, почему именно так. То есть независимые выходы для того, чтобы можно было контролировать их громкость не в самом приборе, да, а более оперативно на лету, делать посыл-возврат на те или иные эффекты. Живые приборы нам нужны, опять же, для того, чтобы дополнить партии, которые сэмплированы. Да, все-таки целиком на сэмплах это, конечно, хорошо, но в любом случае бас, кик обычно у нас все-таки железный, и у Lime тоже так делал, то есть послушайте тот же Firestarter и так далее, то есть половина трека это сэмплы, и вторая половина это уже живые инструменты. Вот, с каким-то таким набором я сегодня буду пробовать записать демо для
собственно, ролика основного, да, а сейчас покажу то, что у меня получилось на текущий момент в процессе коммутации.